Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре вот такая вот замечательная кинокамера Yashica Super 800 Electro. Так, с чего начать? Начнем с того, что она очень тяжелая, металлическая. Практически в основном здесь все металл. Чем мне нравится? Мне вообще нравится все такое металлическое, да, она тяжелая. Возможно, в походах приносит неудобства, но я люблю такое тяжелое, железное. И когда у меня появилась эта камера, а она у меня появилась благодаря моему другу, он мне ее подарил. Евгений подарил мне эту кинокамеру. Большое ему спасибо. Я, конечно, пришла посылка, я не ожидал. Тут открываю, тут вот такое прям вообще супер, просто идеальное состояние. Единственное, что здесь немножечко я юстировочку маленькую сделал. Там буквально чуть-чуть, знаете, как дотошный такой кинофотолюбитель, постоянно что-то не нравится. Вот немножечко я там подправил, чтобы оно мне нравилось. Работает эта кинокамера. Я тут уже... по поводу массы. С батарейками, которые внутри, я сейчас только что взвешивал, больше 1,5 килограмм. Больше 1,5 килограмм. И это прекрасно. Чтобы извлечь или заменить новые батарейки, тут есть такой вот под отвертку большую, либо лучше всего монетка. Вот в данном случае 2 гривни и меньше. То есть 1 гривня, 2 гривни, уже 5 все не влезет, а вот такие вот мелкие монетки, они нормально работают. Так, впервые увидел такое расположение вот батареек. Это я взял, какие были батарейки. Обычно я люблю пользоваться аккумуляторами. Обратите внимание, здесь в отсеке прям пронумеровано, какую по счету устанавливать батарейку. Первая, да, получается так, 1, 2, 3, 4. Внутренние у нас смотрят вверх, да, то есть как бы плюсами вверх, а крайние у нас вниз. Ну, начнем устанавливать. Батареечки, конечно, разнотипные, ну, примерно такие, по мощности одинаковые. 1, теперь вверх. 2. Теперь у нас идет 3 тоже вверх. И 4 плюсом вниз. Все установили. Ну вот я вам скажу, тут вообще все металлическое, да, вот видимо вот здесь только единственные изоляторы и все. Так вообще, вот что мне нравится, металл вообще. Вот это не пойму из чего, похоже тоже какой-то. Нет, это, наверное, все-таки это пластик, но если это, да, пластик, но он такой прям, я вам скажу, такие ребра жесткости. Очень хорошо сделано, конечно, неожиданно так. Все, теперь давайте рассмотрим, что у нас здесь. С этой стороны, с правой стороны по ходу поезда, по ходу съемки. Отсек для кассеты. Обратите внимание, такой защитный такой вот лепесток. Это для того, чтобы когда мы кассету вставляли, чтобы мы не повредили вот этот механизм, который определяет чувствительность пленки, заряженной в кассету. Чтобы именно вот он такой, видите, как зубчатый. Такой, тоже впервые вижу именно такое приспособление. Там, видимо, реостатик. Обычно идут кнопочки. Здесь такое интересное, да. И вот за счет этого вот сделали такой предохранительный лепесток, для того, чтобы кассету именно вставляли правильно.
Дальше, что у нас здесь по отсеку? Смотрите, тут тоже все так сделано идеально просто. Просто идеально. Красиво. Здесь, смотрю, вот тоже нету ни поролона, ничего. То есть как бы сделано, видимо, настолько точно, чтобы вот как раз, чтобы свет не проникал никуда. Так, и надпись Ешика. Или Яшика, как правильно, я не знаю точно. Company Ltd Japan. Здесь у нас под тросик, вот под такой, под спусковой тросик у нас два разъемчика есть, да. Это у нас одиночная съемка, когда мы хотим создать что-нибудь такое мультипликационное, то вкручиваем сюда, и у нас он работает. Ну, это мы попозже. Для съемки с частотой 12, 18, либо 24, как мы устанавливаем, да. То есть это покадрово, это обычное, что если мы снимаем со штатива и не хотим, чтобы у нас какое-то дребезжание было, тогда снимаем тросиком. По левой стороне по ходу киносъемки мы можем поменять частоту кадров 12, 18 и 24. Дальше идет такое большое кольцо для поправки по экспокоррекции. Значит, у нас камера, она не имеет ручных настроек по экспозиции. То есть мы не можем установить самостоятельно диафрагму, как мы хотели бы, да. Но здесь она работает в автомате, хорошо работает, отлично работает. И я уже проверял, снимал. Работает отлично, никаких нареканий нет. Здесь есть у нас поправки. Когда на кинокамере расположен, либо просто мы снимаем каким-то таким светом, в темноте снимаем, тогда мы можем воспользоваться Spotlight для того, чтобы уменьшить экспозицию на один стоп. Чтобы у нас не было перевыбеленное лицо, например. Потому что камера будет думать, что она будет стремиться к средне-серому, а если у нас провал сзади человека, то тогда мы должны вот такой вот сделать комбинацию, такую вот вывести в такое вот положение. Если у нас, допустим, наоборот, мы снимаем на фоне светлого неба, каких-то светлых объектов, стена или еще что-нибудь, или невеста у нас. Кстати, вот этот Spotlight тоже можно использовать, когда снимаем, например, жениха в черном, и еще если он там стоит на фоне зелени какой-нибудь, то можем сюда включить, чтобы у нас немножечко прикрыла диафрагму на один стоп. А в эту сторону, наоборот, если у нас невеста в белом вся, еще вся вокруг все белое, да, то мы можем установить, тогда у нас будет прибавиться один стоп. Прибавится стопчик, и тогда у нас лицо невесты будет нормальное, не будет темненькое, потому что если платье, оно будет стремиться к серому, и платье станет серое у нас на кадрах. А так мы включаем, у нас получается добавить один стоп. Можно это и как бы и не только в этих ситуациях, а можем просто как бы, если нам просто захочется. То есть какие-то минимальные здесь настройки мы уже можем вмешаться в экспонометрию, плюс-минус один стоп. Дальше, что у нас? Это у нас тоже кабель, у меня нет такого, он очень распространен для многих кинокамер. Это если мы тоже снимаем дистанционно. Счетчик метража, он показывает, сколько мы отсняли в метрах и футах. Теперь экспокоррекция по диоптриям, у кого там зрение минус или плюс, у меня вот видите, в плюс, далеко в плюс, как есть. Теперь, еще здесь у нас есть контроль, что очень хорошо, во многих камерах есть, но в некоторых кинокамерах вот нет функции, чтобы определить, идет пленка или нет. Здесь она вынесена наружу, как у кинокамеры Canon, вот, да, там
518 SV. Ну, у меня, я во всяком случае говорю, как у меня, какие у меня кинокамеры. А сейчас вот тут у меня еще одна есть тоже. Вот такая вот здесь на кинокамерах Canon. Такой и на SV тоже. Сбоку крутится. И на 814. Ну, короче, у них это очень удобно тоже. Здесь у нас здесь жовто-блакитный колер. Такой вот. И мы видим, когда идет пленка или встала. А дальше здесь контроль батареи, как у нас. Если у нас светит, ну, значит батарейки хорошие. Если уже не светит, то... Но когда вставляете аккумуляторы, например, да, вот эти, если мы вставляем, то уже она изначально не будет показывать, не будет светиться. Не будет хватать этих 6 вольт, которые нужны, а будет 4,2, ой, 4,8. Кнопочка для контроля за батарейками. Так, сейчас она не работает, потому что мы выключили кинокамеру, полностью обесточенная у нас. Что хорошо. Ничего не садится, ничего нигде не подпитывается. Дальше экспонометр питается в этой кинокамере тоже от этих же батареек. Очень удобно. Это как в кинокамере, вот, например, я говорю опять же про которая у меня есть. Canon 518 SV. Вот это не SV, это обычная, в ней отдельно идет питание. Вот такие батареечки вставляются. И на экспонометр идет отдельное питание. А здесь идет общее питание, как в кинокамерах тоже Canon SV только. С позначкой SV. Такой поворотный выключатель или включатель, как правильно, имеет 3 положения. Лог, потом съемка и съемка с фиксацией. То есть для того, чтобы этим разъемом воспользоваться на расстоянии, снять себя, да, там длинный шнур, может быть там 10 метров, не знаю. Тут мы видим 3 положения. Лог, ну, N, видимо, нормал, типа нормально, и RL это фиксируем. То есть либо самосъемку нажимаем и снимаем себя, либо если мы используем этот кабель, то он тогда переносит все управление на себя. То есть если он сюда соединен, тогда съемки не будет. Если мы его вытащили, значит при нажатии этой кнопки кнопка зафиксируется и начнет снимать. Только поворотом вот этого вот выключателя сможем отключить, чтобы кнопка отпрыгнула назад и перестала вести съемку. Так, здесь мы еще видим теле-white, это для зума. Если мы хотим плавненько воспользоваться зумом, мы можем этими кнопками сделать наезд и отъезд по зуму. Так, ну здесь у нас наглазника, к сожалению, нет резинового, но можно что-то подобрать. Объектив на кинокамере. Так, как он называется? Yashinon DX Electric Zoom 1,6 7,5 на 60 миллиметров. Yashica Japan. Все, я прочитал, там просто под фильтром все написано. Метраж у нас ближайший тоже здесь в метрах и футах, и ближайшие 1,5 метра. Хочу еще раз повторить, очень часто людям объясняю, и все-таки люди забывают. Немножко бывает
когда я проявляю кинопленки, смотрю, ну, мне присылают результат, и я вижу, некоторые, не все, конечно, присылают, но кто присылал, я видел, что у них нерезкие кадры, когда зумируется. То есть начинают снимать, потом приближают, а оно уходит в нерезкость. Это потому, что изначально резкость навели неправильно. Для того, чтобы навестись на резкость правильно, нужно выбрать объект съемки, который вы хотите снять, да? Батарейку, например, эту. Потом вы должны приблизить кинокамерой максимально зум, навестись на резкость, да? Вы должны навестись на резкость. И после этого вам нужно отдалить на ту картинку, которую вы хотели изначально. Например, вот вы хотели вот так снимать, да? Но так тяжелее наводить на резкость. Да, вот в таком положении очень тяжело наводить на резкость. Поэтому в кинокамерах как бы так вот предусмотрено, что можно приблизить, потом навестись на резкость, и потом отдаляете на то расстояние, которое вам хочется снимать. После этого нажимаете спусковую кнопку и продолжаете съемку. Все, и тогда, когда вы делаете медленный наезд какой-нибудь, да, в процессе съемки у вас кадр будет резкий. Это как бы такое... Отошли немножко от самой кинокамеры, а просто хочу еще раз повторить тем, кто не видел там прошлое видео. Вот. Ну так вот эти кинокамеры, они все так устроены. Для того, чтобы правильно навестись, приближаете на максимальный зум, какой у вас там есть, наводите на резкость. После этого отдаляете на ту картинку, которая вам нужна. Все. И тогда, когда будете пользоваться кнопками теле или white, у вас получится красивая, при приближении получится резкая картинка. Прорезиненное здесь колечко тоже хорошо. Удобно берет, хват удобный. Зум может быть немножечко так вот здесь спрятан, ну, видимо, для того, чтобы предназначен больше работать кнопками и чтобы случайно его не придержать. Поэтому, наверное, сделали немножко так ближе к корпусу. Ну, подальше от кольца фокусировки. Яшика или Яшика Супер 800 Электро. Таким выпуклым серебристым цветом. Очень прикольно, красиво сделано. Да, тут прикольно. И не скажешь, что это примерно начало 70-х годов. Так уже так делали. Начало 70-х годов. С такой любовью делали. А, здесь у нас еще шнурочек можем подсоединить. Он вот изначально шел. А размер тут у нас 55-й. 55-й здесь. Резьба под фильтры и под бленду. 55-й и под крышку. Так, ну что, попробуем включить. Значит, так у нас не работает тест батареи. Включаем в нормальное. И проверяем. Лампочка загорается, значит все в порядке. Если она перестала гореть, как при контроле, она будет снимать, но уже, возможно, не будут сильно точно кадры в секунду. Ну, в общем, я снимал вот при аккумуляторах, и все прекрасно получилось, то есть не было никаких там замедлений, ничего, ускорений, хотя лампочка не горела. Проверяем, как она у нас. То есть здесь есть два положения. Первое чуть-чуть мы нажимаем, у нас в видоискателе видно сверху такой полумесяц, как бы, и видна диафрагма, какая сейчас замерилась аппаратурой. Это киноаппаратом. Самая закрытая диафрагма 32, самая открытая 1,6. Еще я заметил вот в этой кинокамере, у меня, к сожалению, нет подробной инструкции,
Здесь такая вот фиксация какая-то вот на 6 футах. Такой вот как бы небольшой стопор. И на 15 тоже. На 30 тоже. 6, 15, в общем, где-то 4,5 метра. Здесь где-то 1,9, наверное. 1,8 метра. И на 30, на 9 метрах 30 футов. Тоже такой вот стопор. Я могу только предполагать, может быть кто-то знает, поправьте меня, что это при каких-то условиях, то есть, например, 30, это значит, что у нас там пространство резко изображенное, например, там, ну, до бесконечности, то есть, вот, ну, правда, тоже, вот при какой диафрагме, вот такое вот сложное, я вот не понимаю для чего, ну, скорее всего, что связано с резко изображаемым пространством, вот именно, вот, например, здесь у нас на 6 футах, да, примерно 1,8 метра, возможно, здесь резкость будет от 1,5 метра и до какой-нибудь там, а может и до 15 футов, почти где-то 4,5 метров, может быть, вот это как раз такие вот как куски, знаете. Следующее у нас идет положение 30, тоже возможно, примерно 9 метров где-то, тоже возможно до бесконечности, и вот возможно, что вот от этой 4,5 метров, то есть если вы примерно знаете, что у вас там будет 10 метров, то у вас все будет примерно, если установим, резкое будет, да, ну, наверное, я так думаю, не знаю, это надо, чтобы была инструкция и подсказали, почему такие вот есть фиксации небольшие. Но есть. Вот это вот я не изучил. Как у нас зум будет работать от кнопок. И в телережим ходим. Все работает. Вот такой у нее звук. И вот мы видим здесь жовто-блакитный маячок у нас такой. Показывает, что кассета крутится. Ну, в данный момент кассеты нет. Когда вот это крутится, когда пленка заканчивается или просто застряла, если останавливается вот этот вот ролик с щупом, то тогда у нас перестает маячок этот. Вот так происходит. Вроде как грейфер работает, а уже маячок показывает, что все, что-то проблема с кассетой либо закончилась. Кстати, в видоискателе есть индикатор и показывает кнопку End. Так я думаю, что за сантиметров 50 до конца кинопленки он ее будет показывать. Но тут я уже рассказал, да, определитель тип пленки, светочувствительности пленки. Здесь кнопочка, это у нас вводит или выводит фильтр. У нас фильтр всегда как бы он введен, но если у вас кинопленка, есть обозначение буквочка D, в данном случае 50D, вот так выглядит кассета, 50D, то вот этим вот ребрышком она нажимает эту кнопку. Нажимает кнопочку, и фильтр выводится, уходит из поля зрения объектива.
Тогда кинопленка, она предназначена для дневного света, она спокойненько принимает свет, который обычно дневной. Если у нас кинопленка типа 200Т, допустим, буквочка Т, тогда здесь, видите, вырез такой есть. Вот обратите внимание, здесь выреза нет, здесь вырез есть. Тогда он эту кнопочку не нажимает. И фильтр остается между объективом и кинопленкой. Это когда мы снимаем на улице. Если бы этого фильтра не было там, тогда у нас были бы изображения такие синеватые. Так как у нас здесь камера практически все в автомате, она, то есть вставил и забыл, как говорится, да, уже кинокамера все сама определит, все сама введет, выведет, как говорится. Если вы снимаете в помещении с лампой накаливания, и у вас получается здесь фильтр введен, то у вас получится оранжевое изображение получится, да? Поэтому здесь есть такая функция, это во многих кинокамерах, когда вы вставляете сюда, есть лампы уже специально для киносъемки, они идут с таким щупом. Туда вставляете, он там выводит фильтр, выводит, даже несмотря на то, что, то есть приоритет отдается уже лампе. И фильтр у нас выводится, как будто бы мы нажали эту кнопку. Там нажимается, там другая есть кнопочка, которая выводит фильтр. И когда вы снимаете на кинопленку с обозначением Т, вам фильтр не нужен, так как там лампа накаливания сама по себе уже дает вот этот цвет 3200 там, допустим, да, или 2700 там, приблизительно вот ближе к лампам накаливания, потому что эта кинопленка предназначена для ламп накаливания, как и 500Т, как и 100Т есть, ну 100Т сейчас не выпускают, но раньше выпускали. А вот 50D, ну тут уже, если с лампой накаливания придется снимать, тогда нужно уже голубой фильтр вкручивать на объектив. Специальный голубой фильтр для того, чтобы у нас не было изображения рыжее. Но сейчас светодиоды, поэтому я думаю, что, и не думаю, я уверен просто, что можно снимать без проблем на эту кинопленку со светодиодным освещением. Потому что оно все-таки ближе к дневному, так, ну, почти, скажем так. Еще про вот эти вот, эту гребеночку, да, ступенчатую. Вот у нас две кинопленки разной чувствительности. 200Т с фильтром будет 160. Фильтр часть света заберет. Для этого здесь вырез, он больше, видите, да? Сейчас, если сравнить, он чуть-чуть больше. В 500Т он вообще там вырезан практически весь, потому что кинокамеры были рассчитаны на 400 максимум, ну, 400-500 как бы рядышком. То есть вот этими вырезами указываем в автоматических кинокамерах, какую светочувствительность пленки мы туда ей вложили. Вернусь снова к покадровой съемке. Вот обратили внимание? То есть это преднажатие, оно отбрасывает диафрагму в то есть показывает, нужно перед съемочкой, чтобы у нас установилась диафрагма правильно. Чуть-чуть нажимаем, и потом идет щелчок. Хотя тут и так быстро диафрагма срабатывает, просто моментально, нет вот этого плавания, ничего. Она так тук встала жестко. Поэтому можно снимать. Давайте посмотрим, как внутри. А второй у нас идет дистанционный спуск бочкой R, Remove, как бы. Ну.
Тут тоже преднажатие есть. И пошла съемка. Это у нас такие механические кнопки, скажем так, да, для тросика. А это электронная. Здесь мы уже, когда вставляем, переводим в это положение. И нажимаем кнопку. И тогда у нас перестает крутить камера, только уже от кнопки работает. Чтобы выключить, вот мы переводим в положение N, normal, да. Сейчас еще раз покажу. Все. И лок, замок у нас блокируется кнопка полностью. Давить на нее не надо, она пластмассовая. И чтобы не сломать. У нас тут еще. То есть я вот об этом разъеме рассказал. Он практически во всех иномарках, во всех иностранных кинокамерах есть. Ну, вот. Когда мы вставляем сюда лампу накаливания, тогда у нас фильтр выводится. Выводится даже если вот в кинокамерах. Вот посмотрите, ага, здесь нету, прикиньте, тут нету. Тут сверху такого нет. Но в СВшке есть. 518 только СВ. Это 518 и все. Как бы. Автозом 518. Да, тут нет. Но здесь мы можем регулировать сами. Вот здесь у нас эта кнопочка находится. Я потом про эту кинокамеру расскажу, но вот она. То есть лампочка, это фильтр выведен, его сейчас нет. Когда у нас солнышко, это фильтр введен. Он, в принципе, на многих кинокамерах, только единственная одна фирма сделала наоборот. Я не помню какая. Может быть, вы знаете, подскажите. Когда солнышко, это фильтр введен. Он находится между пленкой и объективом. А когда лампочка, практически на всех кинокамерах, даже на советских, естественно, тоже, лампочка, это значит, что фильтр выведен. Не находится между. Я еще раньше помню, как бы в продаже давно не было таких, как бы, для ламп накаливания. Вот я, честно говоря, даже не видел. Вот я в 80-х годах, 90-х, я не видел, что продавали именно с лампами накаливания. Но мне попадались кинопленки с лампами накаливания уже. Позже я уже увидел, что, оказывается, да, есть, продаются и 16 мм тоже, и Супер 8, Орва. Именно Орва делала такие вот. Ну и советские тоже делали. Да, по-моему, мне даже где-то коробка мне на проявку присылали, и я, вот попалась мне тогда, я впервые увидел. Вот так в продаже я не видел, чтобы было с лампами накаливания. Ну, так, просто маленький городок, поэтому я не видел. Больших-то, наверное, было все это. Вот, так что эта кинокамера больше такая вот автоматическая. И это хорошо. Это хорошо. Это, знаете, когда я вот снимал на кварц, ну, и когда в автоматике, включал автоматику, да, кадры хорошие были. Все гарантированно. Куда-нибудь повернул, там темное, оно раз высветлило. А куда-нибудь повернул туда, там светлое, оно прикрыло немножко. Очень удобно было, кстати. Он так немножко плавал, как бы изображение, он такой инерционный был такой. Здесь вот такой более жесткий. Здесь раз, такой, прям как будто ступенчатый. Ну, с небольшим таким поправочками. Так, чуть-чуть так раз, но четко показывает. И когда я переходил в ручную регулировку экспозиции в кварце, то у меня часто бывало, что я вот где-то не то крутанул там, я имею в виду, чуть-чуть плюс стопик добавил или минус, и там то темные, то светлые кадры. И я понял, что очень часто автоматика, она для вот таких кинокамер такого плана очень даже помогает вообще. То есть уже головная боль отходит на другой план.
А вот фокусировкой надо на всех кинокамерах надо пользоваться. Тут нет ни стабилизации, и никогда их и не было. Я не помню, что были стабилизации в этих кинокамерах. Может, где-то какие-то и были. Автофокусировка была, кстати. Она, видимо, такая непопулярная была, что ее очень редко. Мало моделей, в которых есть автофокусировка. А так, в основном, вот как я сказал, да, зум приблизили вручную или автоматом в телережим. Приблизили, навели на резкость до объекта, а дальше отдалили, даже если там вам широкий угол нужен. И все, и снимаем, да. Либо, если сомневаетесь, по метражу можно. По метражу. 10 метров. То есть у них обычно всегда, некоторые даже бегают с этими, с рулетками. Не некоторые, а вот именно профессионалы снимают, они рулеткой замеряют, даже не по матовому стеклу там проверяют, а здесь, кстати, растер и матовое, и такое не матовое стекло. Ну, в принципе, хорошо наводится на резкости там и там. Метраж, если замерять по метражу, то нужно... А вот плоскости пленки. Так, здесь плоскость пленки не указана. Нет, не указано. Но, если так посмотреть, то вот примерно от этого обозначения примерно чуть-чуть, может, назад. Но это такое дело. То есть уже там совсем точно. А так, фокусировка приблизили, навели на резкость, отдалили и снимаете. Вообще проблем нет, так много наговорил, что уже все устали или уже никто не смотрит. Так, что еще у нас здесь? Здесь штативное гнездо, забыл сказать. И все. Вот такая у нас была чудо-кинокамера. Мне она очень нравится, я уже на нее несколько пленок снял. Мне нравится снимать на нее. Нравится, что она такая тяжелая. Очень хороший 8-кратный зум получается. То есть, если у нас вот супер есть 600 еще, там 6-кратный зум. Это супер 800, 8-кратный зум. В принципе, как бы это обозначение очень часто используют. Взять эту 518, да? Автозум 518. Тут вообще еще более подробно. То есть 5-кратный зум, 18, значит 1.8 зум. 1.8 диафрагма максимально открытая. 5-кратный зум 1.8. 518. Если 800, значит 8-кратный. Если десятка впереди, значит 10-кратный зум. Если тройка, значит 3-кратный зум. А вторые две обозначают диафрагму. Там 18, 1.8. Если тут 14, значит 1.4. Если 12, значит 1.2. Так вот. Ну, в Canon так вот сделали. Удобно, да. Здесь этого обозначения нет, но здесь обозначение есть на объективе. А 800, значит 8-кратный зум. Чтобы мы не сидели и не разделили 60 разделить на 7,5. То есть это будет 8-кратный зум. Еще, я говорю, есть такая же модель, только 600-я. Там 6-кратный зум. И начинается он, я не помню, со скольки. И до скольки. Там, по-моему, до 45 идет. Не помню. Не помню, не буду говорить. Вот и все. Еще раз хочу поблагодарить моего друга Евгения за то, что мне вот посчастливилось иметь такую кинокамеру. И я смог поделиться с вами обзором на нее. Яшика или Яшика Супер 800 Электро. До новых встреч!